Всем привет, с вами Алла. Давайте посмотрим, какой женщине вы очень сильно симпатичны, кому вы нравитесь. Итак, это первый вариант, это второй. Кто у меня впервые на канале, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И давайте смотреть. Итак, открывает король пентаклей. А это говорит, что барышня однозначно занята. Вы нравитесь женщине, которая либо замужем, либо у которой есть мужчина. Не обязательно она официально с ним живет или там замужем, но мужчина в ее жизни присутствует. Так, с этой женщиной вы можете быть знакомы по работе. Значит, расклад общий, поэтому я вам рассказываю варианты, а вы уже думаете, какой ваш. Значит, по этим картам. Это может быть, например, женщина, имеющая отношение к страхованию, может быть, ваш страховой агент. Это может быть юрист, адвокат, нотариус. Это может быть ваша клиентка или вы ее клиент. Это может быть специалист, с которым вы подписываете какие-то документы. То есть вас соединяют рабочие и деловые отношения. Может быть, это ваш дизайнер, который вам составляет 3D картинку для вашего ремонта в доме или в квартире. В общем, вариантов много, тут уж думайте сами. Показывает ли она вам свою симпатию? А вы знаете, по-разному. День на день не приходится. У кого-то отыграется, что она то глазки строит, то декольте такое глубокое, красная помада, шпилечки. А в какой-то день приходит такая вся гулька на голове, застегнутая под подбородок и вся серьезная и строгая. Как-то кидает ее, так знаете, из крайности в крайность. Но в общем целом догадаться можно. Однозначно здесь можно догадаться, что вы ей симпатичны. Как бы она тут это не скрывала и как бы она тут это не прятала. Вот она. Королева чаш. Скорее всего, будет перекрашенная блондинка. Светлый цвет волос. Глаза тут могут быть карие, зеленые. Ну, такая красотка. Яркая женщина, привлекательная. Так, что у нее к вам? А вот тут тоже не пойми что. Не знает она, что делать со своими чувствами. Не знает она, что с вами делать. Вот тут реально она запуталась.
С одной стороны, здесь аркан колесница. Это про то, что хочу тебя еще вчера и сразу. С другой стороны, аркан башня. Она понимает, что это очень быстро закончится. И тройка мечей. А это как бы страх разочарования, страх поражения, страх облома. А почему ты боишься обломаться? Ребят, потому что вам тут еще работать, видимо, надо. Угу. Здесь женщина понимает, что если вы тут переспите, то это как-то, видимо, не сильно хорошо скажется на вашем проекте. Это не очень хорошо скажется на, на вашем деле. Тут слухи какие-то могут поползти, сплетни, какие-то проблемы. В общем, здесь и хочется, и колется. Человек понимает, что на чаше весов, как бы эта связь, она наделает очень много проблем для нее прежде всего. И что ты будешь делать? Да ничего. Будут ходить, облизываться, смотреть на вас. Угу. Для этой женщины ваша сексуальная связь, она проблематична. Здесь женщина, в принципе, влюблена в вас. Но перспектива тут так себе, знаете, очень сомнительна для нее. Поэтому она, конечно, здесь взвешивает все за и против, и вот она думает, как бы не вляпаться потом с этими страстями. Могут быть проблемы от твоего мужчины? Да нет. А чего ты боишься? Вы знаете, она боится того, что она в вас влюбится. А что потом делать, непонятно с этим. Это, знаете, как незапланированное чувство, которое тебе было не нужно, как бы жил ты себе своей спокойной, размеренной жизнью. Пришел какой-то Валера, и все. И хана твоей спокойной жизни. Если думаешь, блин, что с этим Валерой делать, непонятно. Вот такой вот был первый вариант. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Обращайтесь ко мне за личными гаданиями. Напоминаю, это было общее гадание, это не личное гадание. Для личных гаданий мои контакты на экране. Пишите мне в WhatsApp, Viber или Telegram. Так, двойки у нас тут спешат сразу, выпадают. Пятерка мечей. Какая женщина злая. Значит, двойки. Вы тут или в ссоре сейчас с ней, или вообще она с вами сейчас не разговаривает. Манипуляторша жесточайшая. Всегда во всех бедах виноваты вы. Вы тут просто очень нехороший мальчик в ее глазах. Опять королева чаш. Что ж тут такое-то происходит, а?
Слушайте, а тут очень похоже, знаете, на что? Это может быть какая-то подруга вашей жены, родственница вашей жены, жена вашего коллеги. Ну, в общем, где-то вот тут ищите. Ваша это, как это называется? Кума. Это, знаете, когда запретный плод, он очень вкусен, он очень сладок. Это когда ты понимаешь, что тебе хочется этот плод поймать, вкусить, а нельзя. И вот тут такая женщина, знаете, сглатывает слюнки, и ее это так все злит. Вот поэтому она, кстати, может вести себя неадекватно по отношению к вам. Ну, типа, знаете, как вот всегда в коллективе, если вот вы видите мужчину и женщину, которые грызутся между собой, вот прям грызутся, вот прям ненависть между ними, там 100% между ними подавленная страсть. Потому что когда тебе человек реально фиолетовый, да ну не будешь ты с ним грызться. Ты послал его, да и пошел дальше. А вот если ты прям постоянно, вот, знаете, как цепляешься с этим человеком, вот там точно что-то есть. Вот у двоечек такая история. Вот здесь у вас что-то есть. Здесь женщина, вот, как бы она хотела вас поиметь. Посмотрите, какой тут арканчик. Сексуальный. И 7 чаш. Но, блин, ну что-то тут, а что не получается? Туз чаш. Ребят, ну тут вы либо женаты, либо она не в вашем вкусе. И она это, видимо, понимает. И вот я прям аж корежит. Либо это действительно подруга вашей жены. Так тоже может быть. Ну, либо там приятельница какая-то, либо коллега вашей жены. Знаете, это очень похоже на то, когда вы иногда видитесь, но в кругу еще с кем-то. Вот как будто она не имеет прямого к вам доступа, и есть что-то, что мешает ей раскрыться в своем влечении к вам. Да, здесь нет, конечно, ничего серьезного, здесь сплошная страсть, здесь прям буря страстей. Здесь вы очень этой женщине нравитесь, вот прям очень. Это, знаете, как кот, который сидит и облизывается на варенике со сметаной. Фу, блин, подумала про вареники, аж слюни потекли. Так, давайте другую тему. Короче, вы поняли. Теперь вареники перед глазами стоят. Ой, надо пойти вареники сделать. Так, ладно, сейчас переключусь. Так, двоечки, какой вам совет? Да, ребят, ну однозначно, она вот кто-то, кто имеет отношение вот к какой-то другой женщине, которая для вас близка. Может быть, кстати, это подруга вашей сестры, если она у вас есть, или подруга вашей тетки. В общем, поняли, да? Так как расклад общий, то здесь, конечно, советы будут разные для всех. Потому что если вы свободный, и это, например, не знаю, там подруга вашей бывшей жены, и она вам нравится, то почему бы и нет?
А если это, не знаю, там, ваша какая-то кума, и вы женатый человек, то тут реально будут проблемы. Потому что женщина тут такая цепкая. И если уж она вас ухватит, то она вас не выпустит. И тут реально потом могут быть проблемы. Поэтому советы давать не буду, потому что расклад общий, и вас мужчин много. Кто-то тут женат, смотрит расклад, кто-то свободный. И у всех тут будут какие-то другие разные истории. Здесь нюанс, что женщина очень хваткая. И она настолько вас хочет, что вот если она с вами, как говорится, ляжет уже в постель, то она вас уже оттуда не выпустит. И это потом будет чревато, если вы заняты, и ваша жена, например, знает эту женщину. Ну, а дальше думайте сами, своей головой. Кому нужна помощь, обращайтесь за личным раскладом. Мои контакты на экране. Пишите мне в WhatsApp, Viber или Telegram. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. И всем пока. Всем хорошего вечера, кому-то хорошего дня. Пока-пока.